Всем привет! После небольших каникул в эфире вновь Metal Detector, еженедельный видеообзор, в котором я знакомлю вас с самыми достойными новинками на сцене тяжелой музыки. Также в сентябре стартовал новый проект нашего канала Rock Affiche, небольшая передача, посвященная самым грандиозным предстоящим концертам. Первый выпуск уже в сети, ссылка на него внизу в описании. А впереди у нас много всего интересного. Смотрим! И сегодня обзор открывает молодая американская группа, исполняющая альтернатив металл с примесью хард-рока. Команда образовалась в 2010 году и только сейчас выпустила дебютный полноформатный альбом, который получился очень грамотным и насыщенным. Все треки ярко выражают свою индивидуальность. Здесь есть и печаль, и отчаяние, и агрессия. Кстати, группа не так давно приняла участие в туре, посвященному 30-летию команды Sepultura. «11 сентября легендарная трэш-метал группа Slayer после шестилетнего затишья выпускает свой 11-й полноформатный альбом под названием Repentless. Диск просто шикарен, группа вернулась к своему классическому звучанию конца 90-х. Те же забойные рифы и шизовые, в хорошем смысле этого слова, соляки. Рекомендую всем ценителям качественного олдскула. На очереди еще одна американская бригада, играющая смесь альтернативы и хэви. Недавно парни записали свой второй полноформатный альбом, который получился довольно коротким, всего лишь полчаса. Однако своей мощной энергетикой и яркими запоминающимися композициями с красивыми гитарными партиями и сильным вокалом этот диск может завести на весь день. Вышел в свет дебютный полноформатник молодой канадской команды, которая смешала в своей музыке такие жанры, как металкор, пост-хардкор, прогрессив и обильно все это приправила отличными уникальными электронными вставками, благодаря которым композиции группы имеют свое неповторимое звучание. Отличный пример того, как из массы команд, играющих в, честно говоря, уже затасканном направлении, все же еще можно ярко выделиться. При наличии, разумеется, таланта. Легендарная финская команда Amorphis порадовала нас выпуском 13-го полноформатного альбома.
Прогрессив, doom, folk, мелодик, металл. Именно такая смесь жанров, по мнению критиков, присуща звучанию этого диска. И действительно, группа отошла от doom death металла в чистом его виде и стала исполнять более спокойную и мелодичную музыку. При этом никуда не дев элементы фолка, которые у них были по сути всегда. В связи с этим на музыкальных форумах, естественно, начались бесконечные, как по мне, так бессмысленные баталии. Лично я, как музыкант, являюсь сторонником любых творческих экспериментов и ярым противником жанрового самоблокирования. Поэтому считаю ход группы правильным и, что главное, очень удачным экспериментом. И еще одна группа из Финляндии, на этот раз исполняющая мелодик death metal, выпустила второй полноформатник. Команде всего 2 года, но ее сложно назвать молодой. Дело в том, что эту группу основал финский вокалист, композитор и мультиинструменталист Томас Салконен, который известен своим сотрудничеством с такими death и doom коллективами, как Before the Dawn, The Final Harvest, Black Sun Ian и другими. Со всеми этими командами Томас расстался в 2013, чтобы полностью посвятить себя новому проекту. Дебютный полноформатный альбом выпустила молодая бригада из Штатов, которая исполняет мелодичный альтернатив-металл с примесью хард-рока. Местами меланхоличный, с использованием акустики, местами пофигистично-раздолбайский с забойными рифами. Но в любом случае интересный и качественный материал, над которым парни действительно потрудились. И еще одна удивительная американская команда записала второй полноформатный диск. Причем спродюсировали они его равно как и первый сами. Официально группа исполняет альтернативный металл. И термин «альтернативный» здесь подходит как нельзя точно, потому как музыка команды крайне разнообразна и уникальна. Альбом концептуален и воспринимается как одно большое путешествие. Так что искренне рекомендую прослушать его хотя бы один раз в полном одиночестве и темноте. Вот о чем я еще хотел рассказать. В августе, будучи в Санкт-Петербурге, помимо всего прочего, мне посчастливилось побывать на 8-м ежегодном музыкальном фестивале «Живой», на котором выступало около 15 команд, но 2 из них мне запомнились особенно. Итак, первая группа «Шива». Просто волшебный коллектив, исполняющий экспериментальную альтернативу с примесью чего угодно. Кто-кто, а эти ребята явно не ставят перед собой никаких жанровых рамок. И вторая, относительно молодая, группа The Tell, исполняющая очень качественную и позитивную альтернативу с примесью инди и пост-гранжа. Причем позитивной энергетики хватает не только в композициях команды, но и у самих ее участников. В этом я убедился лично, познакомившись с парнями на их сольном концерте. На счету у группы один мини-альбом, один полноформат и довольно большое количество синглов.
Группа также отыграла немало концертов, в том числе и на одной площадке с легендарными System of a Down. На данный момент музыканты занимаются записью второго большого альбома, о выходе которого я, конечно же, расскажу в нашем обзоре. Ссылки на странички этих команд вы найдете, конечно же, внизу в описании. А мне остается лишь напомнить о первом выпуске передачи Rock Афиша и представить вам наших новых партнеров. И это агрессивный рокер, Rock Изок, Rock Religion, Институт благородных рокерш и Rock Mem. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!